приветствуем Дагура Кари. Let's start and let's greet our dear guest Дагур Кари. And let's spend... Вчера у нас был показ фильма «Доброе сердце», и у многих зрителей были глаза на мокром месте. Yesterday, after the screening of The Good Heart, another Dagur's film that I cordially recommend you to see, I've seen that many viewers were hiding their tears in their eyes. И мне кажется, что сегодня тоже многие очень эмоционально восприняли эту картину. And I think that today many people are very emotional as well after the screening of the wonderful film. И если вам фильм понравился, вы можете рекомендовать посмотреть по программе. Завтра у нас еще один показ фильма «Гора девственности». And I hope that tomorrow's screening is going to be without such a technical disaster. And if you really like the movie, please recommend it to your friends, to your relatives, and please come also tomorrow for the screening of the Virgin Mountain. А сейчас мы начнем с ваших вопросов, я думаю, и ваших впечатлений о фильме. Пожалуйста. Yes, I would just like to say the biggest thank from my heart. It was so beautiful and deep touching, and yeah, really big and very important word. Thank you for coming. Я просто хотел бы поблагодарить, я, наверное, без микрофона, у меня сильный голос, хотел бы поблагодарить от всей души. Это очень фильм, который глубоко меня тронул, это замечательная работа, большое спасибо. Такой вопрос про ваших героев. То есть вообще ваши фильмы, они складываются в какой-то очень цельный мир и со своим сверхсюжетом. И вот ваши персонажи, они такие аутичные, очень замкнутые в себе. Интересно, вот для вас, насколько, может быть, эти персонажи выражают какую-то особенность вашей страны, потому что Исландия тоже вот для России воспринимается как какой-то такой мир замкнутый, очень небольшой, может быть даже какой-то замороженный. Вот насколько эти персонажи выражают, ну что ли, национальную да, вот страну нашу. This gentleman would like to I will translate for the English speaker. This gentleman would like to stress that the whole body of Dagur's work is quite wholesome. So you can see the narrative that unites all the films, and the characters has something in common. They're a little bit closed on themselves, a little bit shy. You can say even frozen. So the question is, for you, these kind of characters, is it connected somehow with your country, kind of national character? Because for some people, Iceland is somehow perceived as a frozen country somewhere far away and closed in itself, really. Or is it your personal choice? What would you comment on that? Yes, I think it's more like a personal choice, because I have made 4 films and only 2 of them are in Iceland. I made 1 film in Denmark and 1 in America, and sort of what I like to do in my film is kind of to create my own cinematic country. So the films, they kind of take place in a bubble, like a micro universe. So it's like. To me, it's a little bit like a different kind of reality. It's like it resembles the world as we know it, but you feel that you're on a slightly different frequency. So that's kind of my aim, to sort of have my films take place in these small, like fictional bubbles. Дело в том, что мне кажется, что это больше мой личный выбор, чем как-то это связано с национальным исландским характером. Дело в том, что я вообще-то снял всего 4 фильма, и из них только действие 2 фильмов происходит в Исландии. Действие одного фильма происходит в Дании, и действие одного фильма в Америке. Так что это скорее моя личная вселенная. Когда я снимаю кино, я стараюсь создавать, такие пузыри вымысла, такие вселенные, которые с одной стороны похожи на реальный мир,
мир, на настоящий мир. С другой же стороны, видно, что это, как сказать, слегка сдвинутая реальность. Это та реальность, которую я вообразил. Я хотел бы, хочу это передать и рад, если это получается. Вот скажите, после кругозора самого главного героя, мама ему не дала возможность, знания о мире, куда-то путешествовать. И сразу же второй вопрос. По логике вещей он все сделал, пришел до цели. Почему она не пришла? Она должна была поехать с ним в Египет. The first question is, what is your personal? What would be your personal answer? Why the character is so narrow, so encapsulated in his own world? What's the reason? Was it his mother or some other reasons for that? This is the first one. Then I will translate the second one. Well, yeah, for me, like from the very beginning, I wanted to make a film about a grown-up man who somehow is unable to move on, or he's unable to step out of his childhood, and I didn't really define a backstory. I didn't make up reasons why it is like this, but this is just, for some reason he is in that situation when the film starts, and I didn't want to over-explain it, but you can sense that in the relationship between the mother and the son, it's complicated. I mean, there is love, but there's also control, and it's in some ways healthy, and in some ways it's unhealthy. They depend on each other, that has like positive sides and negative sides. Изначально я хотел создать фильм, где героем был бы человек, который не смог выйти из детства, как бы не смог, остановился в своем развитии, не продвинулся дальше в жизни. Изначальная идея заключалась в этом, и я для себя не придумывал какой-то истории, за рамками фильма, которая предваряла бы, объясняла бы такое развитие. Я не хотел слишком многого объяснять, в том числе и для себя. Поэтому в фильме, когда мы впервые видим героя, мы уже застаем его в этой ситуации как бы взрослого ребенка. Но, конечно, если вы смотрите фильм, то вы можете увидеть какие-то оттенки его отношений с матерью, что в них есть и любовь, но в них есть и контроль, и подавление, в них есть что-то здоровое, какие-то хорошие чувства, но есть и что-то очень болезненное. Поэтому таким получился мой герой. And I think, like in many of my films, I'm sort of researching this concept of being grown up. When are you grown up? And this is something I struggle with also, because I'm always waiting for this feeling. Now I'm grown up. To wake up one morning and feel, okay, now I'm grown up. But for some reason it doesn't really come, because you have you have your childhood with you, and you have this expectation that someday you should grow up, but it doesn't really happen, I think. I'm 45 years old now, and I have 3 kids. I have a job, but still, I'm still waiting for this day when I wake up. Okay, now I'm grown up. Дело в том, что во многих, вообще почти во всех своих фильмах я исследую эту тему, которая меня интересует. Это тема взросления. Потому что когда происходит этот момент, когда человек может проснуться и сказать себе: «Я взрослый». Дело в том, что мне самому уже 45 лет, у меня 3 детей, у меня работа, но я до сих пор жду этого момента, когда я проснусь и скажу себе: наконец-то я взрослый, наконец-то я полноценный человек. Но как ни странно, этот момент, такой определенный момент, он так и не происходит. Именно поэтому эта тема меня завораживает. And speaking of your kids, we saw your daughter in the movie. Which one is it? The elder, the younger, or?
No, yeah, she's my oldest daughter, yeah. Я, раз уж Дагур упомянул о детях, я хотел обратить ваше внимание на то, что девочку играла дочь Дагура, по-моему, очень, очень неплохо. Я спросил старшая, он говорит, да, это старшая, это его старшая дочь. Но мне кажется, я не перевел второй вопрос, да, если... Напомните мне. Что? Да. And there was the second question which I forgot to translate. So we have an impression that he did everything to conquer this woman. Why didn't she finally fly to Egypt with him? Why didn't she come to the airport? Yeah, I mean, she was. I think dealing with a mental illness, you know, or there was something broken inside her, and I think that she was. She's probably bipolar. Bipolar, yes, she's bipolar. So like she enters these phases where she's like really high on life and energetic, and then she goes down, and in the end, she was just too messed up to enter this responsibility of having like a mutual relationship, but even though she didn't, I mean, I think she gave him his courage to break free, and he gave her like a hope, or that she could believe in her dreams. Дело в том, что у этой же героини есть свои как бы демоны, да, своя некая разновидность душевной болезни, и что-то у нее внутри надломлено, да, и я подсказывал Дагуру, что, возможно, это биполярное расстройство, и Дагур соглашается, говорит, что да, это очень похоже на биполярное расстройство, когда в один момент ты чувствуешь себя как бы на коне, ты чувствуешь себя в хорошем настроении, полном энергии, готовым на все, а в следующий момент ты как бы чувствуешь себя в депрессии. И это та ситуация, в которой она оказывается в финале, когда она чувствует, что слишком ей самой непонятно то, что внутри нее происходит, для того, чтобы принять на себя ответственность за эти совместные отношения. И поэтому она в итоге отказывается от него. Но даже если этот роман как бы не привел к счастливому союзу, Дагуру кажется, что тем не менее произошло что-то важное, потому что эта женщина, даже такая, какая она есть, она подарила ему частичку мужества, которая позволила ему сделать шаг за пределы своего мира, а он подарил ей надежду, что ее ситуация тоже может измениться. And for me, I think this is I mean, people always think that it's a happy ending if a man and a woman end together, but it's not necessarily so. And for me, this is a happier ending because what Fuse needs at this point in his life is not another relationship. He does not need to be in a constellation where he is dependent on another person. He needs independence. So for me, like, this is the happy ending. It would be like I would be very worried if they were together in the end. Да, но и Дагур еще хочет заметить, что обычная наша концепция хэппи-энда, да, счастливого финала, заключается в том, что как бы мужчина и женщина соединяются, образуется пара. Но Дагур не считает, что это обязательно должно быть так, потому что если посмотреть на его героя, на Фуси, то что ему нужно в этот момент жизни? Дагур не уверен, что ему нужен еще один роман, еще одни отношения, при которых он снова опять окажется зависим от другого человека. Да? То, что ему нужно, это независимость. И если бы фильм кончился так, что они бы остались вместе, то Дагур бы до сих пор беспокоился за судьбу своего героя и не был бы уверен, так ли уж это все хорошо закончилось. Вот сначала вы, потом вы, потом вы. Хорошо. Слева там. Нет, девушки, да, извините. Hello,
thank you very much for the movie. I was recently in Iceland myself and I was filming my environmental documentary there. So it was such a pleasure to listen again to Icelandic speech and see all this familiar environment. Takk fyrir. And yeah, so my question is, do you think that we should just balance in our lives with our inner child, inner grown-up and inner parents? Because, like you said, yeah, I don't feel like I'm grown up myself, and that's what I'm researching in my movies. But how do you think we need to balance it in our lives? Yeah, I wish I had an answer to that, but I really don't. I think we just can acknowledge that it's, being a human being is a complicated thing, and I think maybe what makes us unhappy is that we suppress certain elements and we boost others. We are sort of maybe always trying to present ourselves in a way that we get accepted, and that takes sacrifice. And there are some maybe important elements in us that we suppress. And I think, in order to find balance is to sort of give all the components in you space. Итак, сначала переведу вопрос. Вопрос заключался в следующем. Сначала зрительница поблагодарила Дагура за фильм, еще она сказала, что сама снимала документальный фильм в Исландии, и поэтому ей очень было приятно оказаться в кино в этой стране и пережить заново какие-то моменты, узнать какие-то места. А вопрос заключается в следующем. Каким образом сбалансировать в себе внутреннего ребенка, внутреннего взрослого, внутреннего родителя? Как достичь вот этой гармонии? И да, ответ Дагура такой, что хотел бы я знать, как этого достичь. Да? Конечно, какого-то однозначного рецепта нет, но на что важно обратить внимание? Когда мы входим в жизнь, да, участвуем во взрослой жизни, вот те компоненты, которые в нас есть, там ребенок, взрослый, родитель, там, ответственный, безответственный, мы их подстраиваем под ту среду, в которой мы оказываемся. Что-то мы в себе подавляем, что-то наоборот подчеркиваем, потому что мы хотим быть принятыми обществом, мы хотим, чтобы нас приняли, и хотим предстать перед миром наилучшим образом. Поэтому что-то мы в себе подчеркиваем, выставляем на первый план, что-то мы наоборот подавляем. И вот это подавление, это такой тревожный симптом, потому что гармонии можно достичь только раскрепостив те внутренние черты, которые в тебе есть, и ребенка, и взрослого, и может быть тогда, даст Бог, это равновесие будет достигнуто. Большое спасибо за фильм. У меня будет два вопроса, если можно. Первый вопрос, о следующем фильме Дагура, потому что я посмотрела две работы. Сегодняшний фильм «И доброе сердце». Они на одну и ту же тему взросления, и между ними большой временной перерыв, почти, я так понимаю, 6 лет. И вот, посмотрев эти два фильма, есть ощущение, что как будто эта тема, она очень полно режиссером открыта, и хочется понять, насколько вот для него в этой теме остались белые пятна, и он готов открыть какую-то новую тему в своем творчестве. О чем следующая история? Это первый вопрос. А второй вопрос о последнем кадре в фильме. Мне интересно, как режиссер получился. Было ли это на монтаже решение сделать кадр на этой улыбке? Или это был сценарием запланированный финал? Очень интересно. Спасибо. The first question about your next movie, because this lady from the audience, she watched 2 of your movies already. The first one, The Good Heart, and now the Virgin Mountain, and she really sees a lot in common in these films, and this is really about becoming an adult, reaching adulthood, reaching maturity, both films, and it seems like you really made this topic quite, you
you used it to its full, you presented it to its fullest in your films. So, and besides, there was a big gap between your previous films, like almost 6 years. So now you are probably planning for the next one, and she would really like to know what it will be about. Are you going to change the concept, the topic, or is it going to be going in the same direction, and how it will be? Yes, I'm working on a film now in Denmark, so it's going to be a Danish film, and it's going to be like a portrait of a relationship, and I think like thematically it's going to be a bit similar, because it's again a little bit about growing up. It's about a couple who want to have a child, but they are unable to, so they have to go through this process of before you are allowed to adopt a child, you have to go through this process to be approved as a parent, and this is a very strainful process, and the film is kind of like an investigation of what happens to a relationship when they have to enter this process. They like start from a very sort of healthy standpoint, the wish to have a child, but during this process their relationship kind of falls apart. Я действительно сейчас работаю над новой картиной. Этот фильм будет снят в Дании. И в чем-то он, может быть, похож на то, что я делал раньше, хотя и в чем-то отличается. Но похож он в том, что тоже это, конечно, о проблеме вот внутренней зрелости, взросления, ответственности. Но история другая. Это история пары, у которой прекрасные отношения, они живут вместе, и их следующее желание – это завести ребенка. Но по каким-то медицинским, физиологическим показаниям для них это невозможно. Поэтому они решают усыновить ребенка. В Дании для того, чтобы усыновить ребенка, ты должен пройти достаточно сложные процедуры, не только формального характера, но и какие-то психологические собеседования, тесты для того, чтобы доказать, что ты можешь стать хорошим родителем, для того, чтобы получить одобрение от каких-то органов там, опеки, или не знаю, как это называется в Дании, для того, чтобы получить одобрение на родительство. И это процесс довольно сложный, довольно муторный и долгий. И вот фильм Дагура, следующий фильм, его как раз будет рассказываться о том, что происходит с отношениями, которые начинаются как достаточно гармоничные и успешные, но в процессе вот этого сложного испытания чуть ли не распадаются. Вот это история его следующего фильма. And the next question from this lady, it was about the final shot of the movie when Fusi tentatively smiles. She would like to know, was it in the script or was it improvised? Did you decide where to cut this shot already in the editing room, or did you plan it before? How did it happen? She liked it obviously a lot. Yeah, it was kind of symbolic that the film got cut off, when there was about 10 minutes left, because actually the film, in the script, the ending was totally different. But something happened when we started shooting the film, because I wrote the film for Gunnar, the main actor, and he kind of took the film into an unexpected direction, because he was so sort of sincere in his performance. So we realized that there was no room for like gimmicks in this film, and I guess the original ending was a little bit more gimmicky, and like 1 week into the shooting I realized that I had to take all that out of the film, and we even had to reshoot some scene and like tone other characters down, because to match sort of his level of honesty.
And so we shot the whole film without an ending, and then I thought, as soon as I start editing, I will find a new ending. But it didn't happen, because it was like when I started, I thought this was probably going to be the easiest film of mine to make, but it turned out to be the most difficult, because the sort of the line was so fine. Usually you feel that you have sort of like a spectrum to work with, but with here, it's like if you do like this, it's too much. If you do like this, it's too little. And it took me a year to find like a new ending. So we shot like the whole last 10-15 minutes was shot like 1 year later. But what I was trying to achieve was to have like a really mundane action, like something that is the most ordinary thing you can think of for a normal human being, and like boring. Like I think the most boring part of life for me is like walking this corridor from the airport to the airplane. It's like nothing happens, but for him it's like going to the moon. It's like a huge step. So I wanted to have like a mundane action become extraordinary for this character, and then the last shot we did. Gunnar Jonsson, he's the greatest actor I've worked with. He's not a professional actor, he's a cook, but he's like a natural talent. So usually he was like perfect in the first take, but for this we did like, 30 takes, and it was really, really difficult to find like the exact amount of smiling, and it's true, it's like was really precise where to cut, because if we would have cut 1 frame earlier, the smile was not enough, and if we cut 1 frame later, he was smiling too much. So it was like just 1 frame where it was right, and this is where we cut end the film. Итак, по поводу финала. В каком-то смысле это символический значимый момент, то, что фильм прервался за 10-15 минут до конца, потому что тот финал, который мы сняли, он не был в сценарии. Это очень долгая работа этому сценарию предшествовала. И этому финалу предшествовало. Потому что изначально сценарий, он был такой, может быть, более комичный, шутовской, там было больше каких-то гэгов. Но когда мы начали работать с Гуннаром Йонсоном, в принципе, эту роль Дагур написал специально для актера Гуннара Йонсона. Он не профессиональный актер, он повар, но при этом у него много ролей. But he acted a lot, Gunnar. I mean, he has like 20 films in his filmography. Yeah, right. Yeah, this is sort of his first big role in a film, but he was like an extra in a lot of movies. Okay. Итак, Дагур поясняет, что Гуннар, он играл эпизодические роли во многих фильмах, да, но это была его первая главная роль. И действительно, как профессия его, это повар. Вот. И дело в том, что он привнес в фильм, в характер своей игры такую, честность, да, и открытость, что пришлось переосмыслять не только финал, но и даже какие-то сцены до финала переснимать, потому что какие-то актеры немного слишком комиковали, какие-то эпизоды слишком выбивались, и приходилось все это комикование, всю эту комедийность как бы приглушать, потому что получилось так, что Дагур думал, когда начинал работать над этим фильмом, что это будет один из самых легких его фильмов, да, что все понятно, как делать. Обычно ты имеешь дело с достаточно широким коридором возможностей, да? А здесь выяснилось, что это оказался самый трудный фильм, потому что та нить, та грань, по которой надо пройти, очень тонкая. Вот чуть-чуть больше как бы смеха, да, плохо, чуть-чуть меньше тоже, чуть-чуть меньше каких-то, да, эффектных моментов, тоже не очень
подходит, да, нужно было выдержать вот эту линию как бы искренности, открытого чувства, которую задал главный актер, актер Гуннар Йонссон. И это же, да, и поэтому и в монтаже, и при пересъемках потребовался фактически год для того, чтобы прийти к новому, к вот этому финалу. И как родился этот финал? Просто хотелось показать какую-то сцену, которая, ну, является абсолютно вот такой мирской, максимально скучной. И Дагур, как бы думая о своем опыте, говорит, ну, вот что может быть скучнее, чем идти по коридорам аэропорта или по рукаву, который ведет из аэропорта в самолет. Это максимально такое бытовое скучное занятие. Ничего в этот момент не происходит. В то же время для героя в этот момент происходит все. Для него это как полет на Луну, для него это огромный шаг. И так задумывался этот финал, но опять-таки с финальным кадром действительно пришлось повозиться, потому что обычно Гуннар настолько вжился в роль, что с первого дубля он как бы все получалось так, как надо. Что же касается этого финального кадра, то для него снималось порядка 30 дублей. И вот, как Дагур остроумно сформулировал, нужно было найти правильное количество улыбки. Чуть 1 граммом больше плохо, 1 граммом меньше плохо, да, и потом на монтаже точно так же с микросекундами нужно было работать, в какой момент отрезать кадр и в какой момент запустить титры. Опять-таки микросекунды раньше плохо, микросекунды позже плохо. Но вот в итоге получилась эта сцена. And I would like to remind from my point of view that also there is an excellent internal rhyme because there is this shot when he presses the button rings the doorbell, and this is exactly the same dynamic when he reluctantly first pushes a little bit, then withdraws his finger, and then finally decides to do it. And the same dynamic is finally when he makes his next step. It's also reluctant, but then he finally does it. А я просто от себя хотел добавить, что мне очень понравилась внутренняя рифма в этом фильме между двумя кадрами. Между кадром, когда герой Гуннара в первый раз звонит девушке, и вот финальным кадром, где он улыбается. Потому что там одна и та же динамика. Когда он подносит палец к звонку, потом отдергивает его и потом все-таки решает позвонить. И та же самая динамика с улыбкой, где он слегка улыбается, потом перестает улыбаться и потом все-таки как бы пробно, неуверенно решает улыбнуться. То есть это первый шаг, который он делает в своей жизни, и это второй шаг, который он делает, который необходим как бы для того, чтобы обрести настоящую независимость. Пожалуйста, теперь вы. Как раз вы опередили меня ответом. Я хотел сказать, что у вас актеры очень подлинны в фильмах, и они в таком хорошем смысле лишены техники, как бы техничности, и не актерские актеры. Я хотел спросить как раз, вот как вы выбираете актеров, насколько у вас есть опыт использования непрофессиональных артистов. И такой еще под вопрос, вот этого героя у вас важны имена, ну, скажем, можно вспомнить Ной, Альбиной, а в данном случае функция. Вот есть что-то такое, что русское ухо не улавливает. То есть, конечно, у нас ассоциативно приходит, поскольку это девственная гора, как бы вулкан функция. Есть ли в этом какой-то смысл? Вот что вы складываете, или какой-то смысл в это имя? The first question is about actors, because this gentleman would like to compliment on the actors, because they're
all look so natural, so true to themselves, and maybe, as you said, some of them are unprofessionals. So what's your experience in choosing professional, non-professional actors? How do we work with them? Can you say a few words? This is the first question. Yeah, I mean it's a very important decision, like, you know, who plays your main character, and maybe the most important decision of the film. And it's true. I mean, I've both worked with amateurs and professionally trained actors, and in this case, Gunnar Jónsson, he is not a professionally trained actor, but that's kind of relative, because he is by far the most professional actor I've ever worked with, because I've never worked with an actor that was so well prepared and so spot on. You know, like I said, usually he was like perfect in the first take. You know, but if I should sort of generalize, you know, I think the quality of an amateur is that an amateur is often not aware of its own charm, and for me that is charm, not to be aware of your charm. But a trained actor, he is like very much in control of his appearance. So you know, for me, sometimes like amateurs have like a different vulnerability than professionals. Что касается актеров, то у Дагура большой опыт использования и профессиональных актеров, и непрофессиональных. Вот. Гуннар, как он уже говорил, он актер не профессионал, но с другой стороны понятие профессионализма, оно такое относительно, потому что, как Дагур говорит, Гуннар действительно он никогда не встречал настолько хорошо подготовленного актера, который настолько удачно попадал бы в роль, как Дагур уже упоминал, что очень часто с первого дубля все получалось, и как бы не было никаких проблем. Поэтому, возвращаясь как бы к вопросу вот актерской техники, актерской манеры, в чем отличие любителей? Любители – это люди, актеры-любители – это люди, которые часто не отдают себе отчет в своем собственном обаянии. А для Дагура настоящее человеческое обаяние как раз и возникает тогда, когда человек в своем собственном обаянии отчета себе не отдает. В то время как актеры-профессионалы, они, конечно, очень контролируют себя, свои эмоции, свою физику, способны этим управлять. Да. And the second question was about the name, because sometimes names are quite meaningful in your film. To quote Noi, Albinoi, it's obviously also has some meaning. What about Fuji? Probably we don't see something what Icelandic ear can hear. Is it a reference to Fuji mountain in Japan? Probably not, but jokingly, something. Does it have any meaning? No, actually, I mean, Fuji is like a abbreviation of a longer name. And just for me, like the sound of the name fitted the character really well, and the names in the film don't really have an extra layer of meaning. I was kind of just trying to find normal names that would suit like normal people. So in this film, there is no sort of extra meaning in the names, but it's true, like in Norway, Alpinoe, I mean, that was kind of heavy, because it was like, you know, Noah from Noah's Ark, you know, Noah from the Bible, and the flood, and you know, these connections, you know. But in this film, no. Mm-hmm. And it's an abbreviation for which name? Can I ask? Yeah, so the full name is Sigfús. Sigfús. Sigfús.
Итак, фуси – это сокращение, это уменьшительный вариант от другого полного имени. Полностью героя зовут Секфус. Но в этом фильме Дагур говорит о том, что он не предполагал какого-то дополнительного слоя значения, связанного именно с именами. Он просто, ему понравилось звучание, ему показалось, что само звучание имени Фуси подходит герою, кроме того, да, и просто он думал о том, как нормальных людей назвать нормальными именами. В то же время, конечно, в случае с Ноем Белой вороны, это дебютный фильм Дагура, там понятно, что там были такие тяжелые коннотации, отсылки и к Библии, и к Ноеву ковчегу, и к потопу, и так далее, и тому подобное. Вот. Но здесь нет, здесь ничего похожего не было. Джессика еще хочет спросить, да. Yes, my name is Jessica Dimich. I'm an actress from Denmark. And I've been, the last couple of days, learning a lot about this ecological catastrophe that's going to happen here in this Arctic region. You know about this? Most probably want to build landfills right up here, and it's going to have a big effect on the rivers and the nature, and gradually the whole Arctic region and all the Arctic countries. Do you have any comments about this? Do you know about it? You probably don't know about the specific initiative, yes, but there are right now some rallies against this happening right here. So this is like this is not global warming. This is like man-made decisions. Yeah. It's a man-made decision to transport waste, industrial waste, and just city waste to build a great rubbish heap somewhere here near Arkhangelsk, and of course local population is against it. Okay. No, I was not familiar with this situation, but I mean I think we're dealing with similar issues in Iceland because what we are doing in Iceland is that we are like destroying nature in order to produce electricity for like big, aluminium corporation, like foreign corporations. So we like sacrifice a lot of beautiful nature in order to make like big industry. So I'm familiar with dilemma. Итак, вопрос от Джессики. Она говорит о том, что она из Дании, и вот ее очень волнует экологическая проблема. И здесь, в Архангельске, за последние 2 дня она услышала вот об экологических проблемах, связанных с намерением часть мусора, московского мусора из центрального региона экспортировать в Архангельскую область и устроить здесь гигантскую свалку, которая может крайне негативно сказаться не только на экологической обстановке в Архангельске, но и в итоге во всей Арктике. И вопрос заключался в том, знает ли об этом Дагур и что он об этом думает, есть ли у него какие-то комментарии. Дагур, конечно, был не в курсе вот этой конкретной ситуации, но он говорит, что вообще, в принципе, да, он понимает, да, он уточнил, с чем связана эта проблема, с глобальным потеплением или с деятельностью человека. Я пояснил, что речь идет именно о деятельности человека и как бы неразумных решениях, которые могут привести к экологическому кризису. И он сказал, что ему эта проблема понятна, потому что у них в Исландии также имеет место вот
экологический кризис, связанный с развитием алюминиевой промышленности, потому что большой экспорт алюминия, пытаются построить действительно очень мощную индустриальную отрасль. Производство алюминия чрезвычайно электроемко. Для этого нужно большое количество электроэнергии, поэтому строятся электростанции по всей стране, и очень часто прекрасная исландская природа приносится в жертву вот этому индустриальному буму для того, чтобы сделать и продать больше алюминия для международных корпораций. И это его, конечно, очень беспокоит, и он понимает, о чем идет речь. I'm just raising this question in this case because it's especially super important for us in the filmmakers of Scandinavia to put pressure on the Moscow government, because this can have like deeply consequences for the whole nature of whole Scandinavia. It can poison the seas in a way that we can't imagine, and it can have very, very traumatic consequences for our health. So that's why I feel responsible just to bring this up and try to put as much pressure as I can on the Moscow government, because this should be completely illegal to do this. And it should be stopped. They're already starting the digging of this landfill, so we just need to put as much pressure as we can. Да, это не вопрос, Джессика просто поясняет, что она чувствовала себя обязанной и ответственной за то, чтобы поднять этот вопрос, о котором она узнала, потому что она считает, что скандинавские кинематографисты вообще должны как-то активно в этом участвовать, потому что, как она понимает, что действительно это может привести к отравлению не только российской природы, но и всей Арктики, и всей Скандинавии, поэтому там уже начались строительные работы, экскаваторы уже работают над созданием этой свалки, и ей кажется, что необходимо максимально бить в набат и протестовать против этого. Я обратила внимание, что сценарий к этим фильмам написанный Дагуром. Я хотела узнать, и первоначально Дагур был сценаристом либо режиссером, который стал для себя писать, то есть как складывалось начало его творчества, и пишет ли он для других режиссеров? This lady took a note that you are the scriptwriter for your own films. You write your own scripts. So how did it start your career? It started with imagining a film and writing a script, which you later realized, or you started to work as a director, I don't know, on television somewhere, and then it came to you that you need to write your own ideas. And do you have an experience of writing a script for someone else? That's the last part of this question. Yeah, well, I mean, the reason I became a filmmaker was because I was sort of interested in different things. You know, I was making music. I was playing in bands as a teenager, and I really enjoyed writing, and I was into photography, and you know, I felt that I had to choose like one field and focus on one field in order to be good at something. But it was like impossible for me to make that choice. So then I discovered that filmmaking, I could sort of still be playing around with all the things that I like. So that was kind of the reason. So, but you know, I just went to film school quite young. So I did not make any films before I went to film school. And after film school, you know, I always wrote my own films. But lately I have been sort of attached to projects that are not written by me in like TV series. That's like a whole sort of new ball game for directors, and yeah, I've been enjoying that. It's like a totally different experience and kind of liberating in some ways, not to sort of be dealing with your heart, you know, blood all the time, to be able to just like work in your profession. And the second part of the question, have I written for somebody else? For the first time, I'm you know,
right now I'm writing a script for a friend of mine who is a director in Denmark, but this is the first time I try that. Итак, по поводу сценариев. Дело в том, что Дагур с детства, с отрочества он интересовался какой-то творческой карьерой. Он любил музыку, у них был свой ансамбль, они исполняли какие-то песни. Ему нравилось писать, он увлекался фотографией. И он все время стоял перед такой проблемой, что надо наконец-то сделать выбор, и надо как бы выбрать что-то одно, в чем ты хочешь достичь каких-то высот и настоящих вершин. Но выбор у него это сделать никак не получалось, и тут на помощь пришло кино, потому что в какой-то момент он понял, что можно заниматься кино, и это дает ни с чем не сравнимую возможность продолжать забавляться всеми теми вещами, которые тебе нравились до этого, и музыкой, и фотографией, и писательским ремеслом, и вообще и многими еще другими вещами. И он поступил в киношколу очень рано ее закончил, снимал короткометражки, сам писал к ним сценарии, но потом у него был и большой опыт работы с чужими сценариями, например, опыт работы на телевидении, сериалы, как вы знаете, это совершенно новая область для самореализации, открывшаяся для режиссеров, хороших режиссеров в последнее время, и он как бы с радостью в этом принимал участие. Это очень интересный опыт, это опыт по-своему даже освобождающий, когда ты не должен чувствовать своей внутренней ответственности, ну как бы за сюжет, за все, что происходит на съемочной площадке и все, что потом получается на экране. Что же касается последней части вашего вопроса, о том, был ли у него опыт написания сценариев для кого-то еще, то этот опыт как раз случается с ним сейчас. Впервые в жизни он действительно пишет сценарий для своего друга, датского режиссера. Давайте поблагодарим. Let's thank